Когда МВ Agusta впервые представила Super Veloce на выставке в 2018 году, у всех просто отвисла челюсть. Этот спортбайк вдохновлен гоночной историей компании, когда завоевывались титулы на пределе возможностей техники и пилотов. Одним словом, это современная классика от МВ Agusta, изготовленная с большим вниманием к деталям. Верхний обтекатель с классическими линиями кроя отдает дань дизайнерскому духу 70-х годов прошлого века, что подчеркивается круглыми светодиодными фарой с задним фонарем, тремя выступающими выхлопными трубами и декоративным кожаным ремешком на топливном баке, который не служит никакой цели, кроме как привлекать внимание. Производитель даже спрятал все крепежные детали обтекателя и неприглядные болты, чтобы создать впечатление, что кузов из 70-х это единое целое. С технической точки зрения Super Veloce это элегантный вариант спортбайка F3 800, предлагающий более удобную посадку для езды, сохраняя при этом возможность максимальной скорости в районе 270 км в час. Отсюда и название Super Veloce, что в переводе сверхскоростной. И это неудивительно, ведь сердцем мотоцикла является современный трехцилиндровый 798-кубовый двигатель с обратным вращением коленвала и с теми же характеристиками, что и у F3 800. Максимальная мощность составляет 148 лошадиных сил на 13 тысячах оборотов в минуту и 88 ньютон-метров крутящего момента на 10 тысячах. От 0 до сотни Super Veloce разгоняется за 3 секунды, от 0 до 200 за 9 секунд. В сухом состоянии байк весит 173 килограмма, плюс бак, вмещающий 16,5 литров топлива. Средний заявленный расход 6 литров на 100 километров. А для того, чтобы Super Veloce соответствовал стандартам Евро-5, с 2021 года двигатель был переработан. Инженеры снизили внутреннее трение благодаря обработке специальным покрытием новых толкателей и новых направляющих клапанов из титана. Плюс была переработана вся выхлопная система от коллектора до глушителя. Также, чтобы соответствовать новым нормам, была обновлена электроника и форсунки, способные выдержать давление в 5 бар. А новая система охлаждения, состоящая из жидкостного и масляного радиаторов, повысила эффективность охлаждения более чем на 5%. Подвеска идентична подвеске F3 800 и состоит из полностью регулируемой 43 мм вилки Марзоки с ходом 125 мм спереди и полностью регулируемого моноамортизатора Sachs сзади, ход которого 130 мм. Подвеска естественно спортивная, но не чрезмерно жесткая. Тормоза также переехали сюда от донора без изменения. Это два 320 мм диска с моноблочными четырехпоршневыми суппортами Brembo радиального типа спереди и один 220 мм диск с двухпоршневым суппортом сзади. С 2021 года вся электроника с Super Veloce перетерпела значительные изменения, от ABS до элементов управления и встроенного программного обеспечения. Это случилось отчасти благодаря появлению иnerциальной платформы полностью итальянского проекта миланской компании E-Novia, разработанной специально для МВ Agusta. Система определяет положение мотоцикла в пространстве, позволяя чрезвычайно точно управлять всеми системами в зависимости от угла наклона.
BMW Agusta не ошиблась, когда взяла один из самых управляемых мотоциклов своей линейки с одним из лучших двигателей в средней весовой категории и придала ему уникальный внешний вид, вдохновленный историей. При этом Super Veloce может похвастать полным набором электроники современного мотоцикла, включая инерциальную платформу, которая теперь более точно управляет системой контроля тяги и ABS на поворотах. На официальном сайте производителя цена за базовую версию этого шедевра начинается от 21 тысячи евро. Самая дорогая же версия стоит 36 тысяч евро.